Красота. Когда еще позавтракаешь в горах? Не скоро. Завтра, например. Да, маршруты я придумываю сам. Естественно, поначалу за основу брались какие-то наиболее популярные, основные маршруты в Непале. Тут, собственно, из таких вот популярных регионов для трекинга можно выделить, наверное, не так уж много. Это прежде всего вот район Анапурная, где самыми популярными являются два трека к базовому лагерю Анапурная и вокруг Анапурная. Потом район Эвереста, ну это, пожалуй, самый популярный район. Вот, где тоже можно идти разными маршрутами. Ну, вот я по классике там ходить не предпочитаю, а предпочитаю ходить кольцевым маршрутом через более удаленные перевалы, поскольку это и менее людно, и гораздо более интересно и зрелищно. Вот, Лангтанг еще тоже регион такой, который пользуется спросом и описывается во многих путеводителей. То есть, по сути своей, как вот планируется маршрут, ну, все уже такие известные регионы мне известны, понятны. Просто берется карта, какие-то отчеты в интернете, может быть, находятся. И вот, работая с картой, с отчетом, с фотографиями, с какими-то, может быть, я смотрю, какие места мне было бы интересно посмотреть, как оптимально было бы пройти. Ну, вот в итоге вырисовывается какой-то маршрут. Как правило, сначала делается разведка, либо в одиночку, либо с группой уже проверенных товарищей. А потом уже, вот, если меня все устраивает, то я ставлю этот маршрут, ну, не будем говорить на поток, ну, то есть уже вот начинаю водить организованно группы по этому маршруту. Наше путешествие к базовому лагерю Анапурны подошло к концу, но наш поход все еще продолжается. Сейчас мы идем до местечка с забавным названием Тадапани. Минуя его, мы дойдем через прекрасный лес до Дабата, где находится еще одна смотровая площадка. После ночевки поднимаемся до Копры и затем спускаемся в Татапани, где уже прощаемся с Гималаями. На одном из верхних лоджий делаем короткую остановку. Пока члены группы будут пить чай и отдыхать, Кирилл проведет инструктаж по правильной перебинтовке коленок. Такой нехитрый способ поможет вам избежать растяжений и вывихов, особенно если вы не уверены в своих связках. Ты само колено заматываешь? Ну вот Кирилл сказал за само колено, Серег, потом а ты мне сказал, покажи. Серег, замотать по-другому, я замотал. Покажи Максу, как правильно. Я показал. Во-первых, сначала надо скрутить бинт аккуратней. Все пропало, Макс. Вот. Так вот получается. Скрутил, тебе так просто удобнее будет потом мотать. Ну если сильно, то вот нога болит. Ничего. Вот и принцип такой, что крест-накрест надо так вот наматывать. Саму коленку, может, не мотаем или мотаем? Саму коленку не обязательно заматывать, даже лучше наоборот ее оставлять. То есть вот такими вот крестообразными движениями. Все понял. Местный непалец уже готовит чай на всю группу. А у меня случается легкий шок. Лемон-ти, который мне так полюбился на всем протяжении пути, оказывается, не имеет ничего общего с лимонами. Непальцы добавляют в чай какую-то химическую эссенцию, которая имитирует вкус лимона. Кстати, средняя стоимость чая порядка 120 рупий. Это чуть меньше, чем 120 рублей. Отдохнув и подкрепившись чаем, хотя лемон-ти я зарекся тут больше не брать, мы отправляемся дальше. Кирилл тем временем продолжает раскрывать перед нами секреты походного мастерства. Нет, это не загадочный тибетский танец по изгнанию гималайских демонов. Перед вами еще один способ сушки вещей в походе. Если поедете в Непал, запомните, традиционные способы вроде вывешивания вещей на солнышке на веревке тут не работают. В
В одном из путеводителей про Непал, который я читал перед поездкой сюда, было презрительно написано, что Непал – это одна из беднейших стран мира, и ввиду неразвитости промышленного сектора как такового, основная доля ВВП приходится на сельское хозяйство. На деле же это означает, что тут можно купить качественные вещи ручной работы, и это хорошо заметно по сувенирам местного производства. Именно здесь вы не просто найдете настоящий хендмейд, который так ценят европейцы, уставшие от бездушного засилья фабричного Китая, но еще и заплатите за него сущие копейки. Именно здесь вы отведаете вкуснейшей свежей кухни, основные ингредиенты которой еще вчера были курицей или теленком. И хотя Непал действительно бедная страна, такой роскоши даже москвичи не могут себе представить. Дальше наша группа растягивается по большой тропе, пролегающей через красивейший лес. Я отстаю от всех и иду один, наслаждаясь красотой природы. Этот лес мне вдруг напомнил сказки из детства. Кажется, что из-за какого-нибудь дерева сейчас выбежит Красная Шапочка или покажется знаменитый гамельский крысолов, возглавляющий зачарованную процессию доверчивых детишек. Внезапно чувствую, как слабость, которую я до этого принимал за усталость, усилилась настолько, что я с трудом могу переставлять ноги. Мысли в голове путаются, идти становится совсем тяжело. Постепенно к этому неприятному состоянию прибавляется еще и странное чувство, будто я начинаю замерзать. Но с чего бы это? Ведь сейчас достаточно тепло и даже ветра почти нет. Наконец, впереди показывается наш лодж. Каждый день мы лучше, чем вчера. Поднимаюсь я уже совсем из последних сил, мечтая только об одном. Скорее бы хоть куда-нибудь присесть и залить в пересохшую глотку чай. О, сейчас тот самый лемон-ти, о котором я с таким отвращением думал еще час назад, кажется мне роскошью. Сомнений не остается. Я заболел. Я сижу, мерю температуру. Теперь мне понятно, почему я так тяжело шел сюда, до этого лоджа. Потому что, видимо, я простыл все-таки. Кашель, общее состояние разбитое. Еще 2 человека из нашей группы тоже чувствуют себя плохо. Один из них с температурой. Поэтому настоятельно рекомендую вам серьезно подойти к вопросу формирования аптечки. Отдельный эпизод своей видеопередачи про Непал я решил посвятить правильной комплектации аптечки. Во многом от того, как вы сформируете ее, будет зависеть и то, как просто вы сможете преодолеть возникшую трудность. Список открывают мозольные пластыри и бинты. Это действительно очень важный компонент вашей аптечки, поэтому не пренебрегайте им. Мне лично в походе не понадобился ни один пластырь, и это во многом благодаря тому, что после покупки новой трекинговой обуви в Москве я успел в ней немного походить по городу, чтобы разносить ботинки. Так, я заработал несколько мозолей, но зато на протяжении самого похода я чувствовал себя уже комфортно и от мозолей не страдал. Но даже если вы разносите обувь перед поездкой, все равно не пренебрегайте мозольными пластырями и бинтами. Кто знает, что может случиться во время похода. Смекта, активированный уголь и прочие подобные средства от расстройства желудка – это обязательный компонент любой трекинговой аптечки.
Брать надо, потому что расстройство желудка в Азии, увы, наиболее частая проблема среди туристов, особенно среди тех, кто приезжает сюда в первый раз. Ну и, конечно же, антибиотики. Рекомендую запастись вам сразу 2 препаратами. Лично в моем случае хорошо показал себя нолицин и азитромицин, но можно взять еще и таваник. Это препараты из другой группы антибиотиков, и он может помочь вам там, где окажется бессильным азитромицин. Говорю это, основываясь на своем личном опыте, так как после простуды в Непале я чуть было не заработал осложнение на ухо, и только благодаря азитромицину я избежал ужасных мучений, связанных с отитом. А вот по возвращении в Москву азитромицин почему-то перестал мне помогать, и свой ларингит мне пришлось долечивать таваником. Ну и, конечно, беря с собой антибиотики, не следует забывать и о пробиотиках. Иначе вы сильно рискуете навлечь на себя проблемы с желудочно-кишечным трактом. Обязательно надо брать анальгетики. Кирилл, основываясь на своем громадном опыте походов, советует брать не только нурофен, но еще и кетонов. Почему оба препарата? Дело в том, что эти препараты основаны на разном способе действия, и там, где не поможет нурофен, может прийти на помощь кетонов. Даже если вы уверены в своем организме, брать анальгетики строго необходимо. На высотах от 3000 метров может заболеть не только голова, но и колени. Противовирусные препараты, вроде кагацелла или амиксина, основаны на синтезе в организме интерферона. Брать их или нет, решать лично вам. От себя добавлю, что некоторые уважаемые врачи скептически относятся к подобным лекарствам, откровенно называя их фуфломицином. Мерцающая ссылка внизу экрана – это для любопытных, которые захотят разобраться в этой теме подробнее. А вот парацетамол следует положить в аптечку обязательно. Да, он не лечит, а всего лишь снимает симптомы, такие как температура. Но поверьте мне, мучиться от сильного жара всю ночь – удовольствие то еще. А учитывая, что температура еще и не даст вам нормально заснуть и выспаться, то вы сильно рискуете серьезным отставанием от группы товарищей на треке и упадком сил. Поэтому брать парацетамол нужно обязательно. Готовясь к походу, я озадачился темой обеззараживания воды, начитавшись в интернете статей о жуткой антисанитарии в Непале. На одном из видео, которое я также смотрел на YouTube, кто-то рекомендовал добавлять в воду, которую вы пьете, пару капель йода. Так вот, делать этого категорически не рекомендуется, так как вы сильно рискуете сжечь слизистую при неправильной дозировке йода. Что же касается якобы жуткой антисанитарии, то проблема оказалась несколько преувеличенной. Конечно, в Непале категорически не рекомендуется пить воду из-под крана и даже из проточных горных рек, которые кажутся чистыми. Более того, нельзя этой водой даже полоскать рот. Однако повсюду продается бутилированная вода хорошего качества, а на высотах от 3000 метров не проблема заказать кипяченой воды. Так что же все-таки йод? Брать его или нет? Однозначно стоит брать. В отличие от сомнительного применения в качестве антисептика воды, он пригодится для обеззараживания ранок перед наклейкой пластыря. Настойка валерьяны – это уже лично моя рекомендация для вас, поскольку ни в одной аптечке, опубликованной на многочисленных форумах в интернете, я почему-то в списках лекарств не встретил этого простого, но действенного средства от бессонницы. А пренебрегать этой проблемой в горах не стоит, потому что бессонница – частая проблема, особенно на высотах от 3000 метров. От себя добавлю, что я не спал практически 3 суток после подъема в Диурале, и валерьянка, если бы она оказалась у меня под рукой, сильно облегчила бы мне жизнь. Но зато нечто подобное оказалось у моих товарищей по походу, и когда я поделился с ними своей проблемой, они одолжили мне снотворного. Поэтому, пользуясь случаем, хочу передать привет и большую благодарность Сергею и Ксении из нашей группы. Ребята, вы меня просто выручили. Такое незатейливое средство, как аскорбинка, есть, пожалуй, в каждом списке походной аптечки. От себя добавлю, что штука действительно полезная. Берите ту, которая с сахаром. Глюкоза в горах – вещь нужная. И силы действительно прибавляются, когда заглотнешь 1-2 дрожжи. Ну, по себе скажу, в комплекте с аскорбинкой надо обязательно брать что-нибудь противоаллергенное, потому что человек, не знающий меры, покрывается диатезом, ну, на своем опыте скажу, день на 3-4 трека. Вот, лучше этого избегать или как-то бороться. Магазин походного снаряжения «Сплав» продает такие замечательные штуки, как химическая грелка. О них я узнал еще перед своей поездкой на Алтай, и кто регулярно смотрит мои видео, помнит эту рекомендацию. Внутри упаковки содержится горчичник с какой-то химической смесью.
Порошок встряхивается, и через 15-20 минут в месте нахождения грелки вы чувствуете источник тепла. Вещь в походе просто незаменимая. На этот раз у меня оказался очень качественный теплый спальник, и потому грелки мне не пригодились. Но если вы, не дай бог, сэкономите на спальнике, и он вас подведет при сильных морозах, эта штука может оказаться просто спасением. Также теплая грелка поможет вам высушить ноги, если вы их случайно намочите. Помните, что такие привычные вещи, как горячий душ, в горах Непала – это роскошь. Бывалые походники рекомендуют за месяц перед поездкой начинать принимать фенюльс. Пить надо до еды раз в сутки. Это поможет вашему организму накопить запас железа. Низкий уровень гемоглобина может стать для вас фатальным, и в лучшем случае вы просто будете вынуждены сойти с маршрута. Представляете, как вам будет тогда обидно? Ну и, конечно же, обычные мультивитамины. Брать обязательно, потому что питание на больших высотах неполноценное, и зачастую длительное пребывание в горах приводит к витаминозу, а это, в свою очередь, становится основной причиной болезней. Туристы, которые не тянут программу, попадаются, я бы сказал, скорее очень редко. То есть однозначно не часто. Ну, на моей памяти, здесь я уже работаю больше 5 лет, таких случаев, чтобы вот люди не проходили трек и сходили с маршрута, было, наверное, ну, может быть, 5-7, я сейчас точно не вспомню, ну, то есть очень немного. Как правило, это было вызвано не столько физической неспособностью пройти маршрут, то есть плохой физической подготовкой, это было, пожалуй, всегда связано с какими-то болезнями. То есть просто человек заболевал, ну и понятно было, что идти выше ему не то что не рекомендуется, а может быть иногда и даже просто нельзя, поскольку это может привести уже к каким-то осложнениям. Эвакуация чаще всего происходила следующим образом. Мы выделяли либо местного гида, который всегда идет с нами в группе, либо кого-нибудь из хорошо говорящих по-английски портеров, чтобы человек вот сопровождающим потихоньку шел вниз. Ну, то есть вот таких случаев, чтобы человек сам передвигаться не мог, у меня не было на моей практике. То есть без проблем люди доходили, потом вот с местным сопровождающим садились на транспорт и уезжали в Покхару или Катманду. Случай с вертолетом я вот уже описывал, то есть это вот был единственный. Слушай, ты помнишь, во сколько вы прилетаете? Да. Куда? 8:50. Короче, надо сесть на ту сторону, там, мне кажется, уже тепло. You can put here. Окей. Все съедят, не волнуйся. Не знаю, вернусь ли я сюда. Возможно, но сейчас я так не думаю, поскольку этот опыт оказался для меня поистине ошеломительным. Я бы хотел какое-то время отдохнуть, дать своему телу восстановиться. Но в будущем, кто знает, возможно, мне захочется сюда вернуться. Не хочу говорить «никогда больше». Во время путешествия пару раз я это почти сказал, но сейчас я чувствую себя лучше. И знаете, в целом это такой опыт, который обогащает вашу жизнь, и это было отличное приключение, особую роль в котором сыграли мои русские друзья, в том числе лидер группы Кирилл Спирин. Их присутствие помогло, и в целом все прошло гладко. Должен признать, это не просто организовать подобные события, когда вы чувствуете уверенность в лидере своей группы и полностью ему доверяете. Это очень важный аспект данного опыта. Вам необходимо доверять группе не меньше, чем лидеру, а он знает, что делает, и у него богатый опыт. И это очень помогло, потому что вы чувствуете себя в надежных руках. Катманду, Покхара.
Что касается городов, мне кажется, тут творится безумие. И я считаю, что вам следует это ощутить, чтобы составить какое-то общее представление о том, какова жизнь в этой части света. Так что в целом я рад, что сделал это, и я желаю вам удачи в поездках по Непалу и Гималаям. Это опыт, который может на самом деле изменить вашу жизнь. Я понимаю, что это клише, но так оно и есть. Скорее пожелание, наверное, людям, которые пойдут в трек. Принимая решение пойти в трек, 10, 15, 20 раз все взвесьте. Взвесьте как следует, потому что легко не будет. Но когда вы приняли это решение, не отступайтесь, не пытайтесь его переосмыслить, переоценить, подумать, а что было бы, если бы я не пошел бы сюда, а что, если вернуться. Вот после того, как решение принято, идите прямо и легко. Пистолет куплен, надо стреляться. По моим ощущениям, вот эта поездка была ровно на том уровне, когда если ты себе говоришь, что тебе легко, то тебе легко, или хотя бы не сложно, а когда ты говоришь, что ты уже больше не можешь и тебе тяжело, тебе становится тяжело. Поэтому позитивный настрой — это очень важно. Ну, как ощущения, господа туристы? Я реально хочу пони. Да? Да. Картинку или настоящего? Нет, настоящего, если он сможет идти вверх. Здесь, да? Нужно себя перебарывать. Как показывает практика, это вполне реально. Не напрягайтесь, потому что бывает холодно, бывает попал под дождь, бывает устал, тяжело идти. Пока в теле есть напряжение в сознании, и это выматывает. Если ты даже очень замерз, промок и устал, вот достаточно просто расслабиться, это все отпустить. Это сложно сделать, но если это сделать, то будет хорошо. Сейчас мы здесь находимся. Ночуем сегодня в Дабата. Завтра идем через Байли, Чистебанк и в Копру. Вот Божья коробка сейчас сюда пролезет. Вот, а потом дальше мы движемся за Божьей коробкой в сторону Татапани на горячие источники. Пожалуй, удивляет тот факт, что, несмотря на то, что Непал страна достаточно религиозная, и все ее знают как такую глубоко духовную, жители здесь, вне Катманду, в горах, они относятся к этому достаточно просто. Они не обременяют себя никакими ритуалами, еще чем-то. Они просто хорошие люди. Я считаю, это самая лучшая религия. Мы там наверху все ждем. Здесь, в непальских Гималаях, расстояния меряются не километрами и даже не метрами, а часами и минутами. Спросишь, бывает, у каких-нибудь милых женщин, идущих тебе навстречу, сколько мне, дескать, осталось идти до Дабата. Они просияют в радостной улыбке и весело скажут: минут, мол, 10-15, не более. И на душе сразу становится веселее.
Через 15 минут твои мучения закончатся, и ты будешь наконец отдыхать. И с этой радостной мыслью идешь до своего гестхауса еще минут 30. Но зато, что действительно радует, почти на всем пути одна тропа, и заблудиться тут почти невозможно. А вот наконец-то я и доковылял до нашего следующего лоджа. Пришел самым последним. Все-таки простуда на треке весит потяжелее даже самого тяжелого рюкзака. В принципе, вот так выглядит средний непальский лодж. Вот такая вот комнатка, фанерные стены, 2 кровати, тумбочка, чтобы расположить свои вещи. Ну и, собственно говоря, одеял тут не дают, поэтому надо брать с собой спальники. Слушай, я тебя следующим сделаю. Не надо, он громко жаждет. Пока уставшие и голодные путники отдыхают на террасе лоджа, на непальской кухне царит настоящая суета и кипит кропотливая работа. Удивительно, но заправляют тут всем мужчины. Всего 3 человека стряпают обед на целую ораву голодных туристов. Работать приходится быстро. Один следит за дровами, второй варит суп и шинкует овощи, третий, самый старший из них, разливает горячий чай по кружкам. Да. Томатный суп у кого? Да ты можешь просто пить. Это на самом деле ложка для этого не нужна. Это пьют. Любимое блюдо в Непале – это, конечно же, далбат. Что может с ним сравниться? Я открыл для себя гурунг-бред с медом. Далбат я до этого ела. Далбат должен попробовать каждый трекер непременно, потому что далбат – это, ну, прям в рифму хочется не литературно сказать, вкусно это, вот, и питательно. Но гурунг-бред – это вот как хворост в детстве, то, что бабушка пекла, вот такое что-то. Очень русскому человеку по душе придется, я уверена. Ну, пожалуй, самое легендарное местное блюдо – это далбат. Самым-самым, наверное, вкусным для меня блюдом здесь является лапша, нудл, как ее здесь называют, в разных проявлениях, потому что сочетаний с ней бесконечное множество. Это и овощи, и яйца, и что угодно. Лапшу я люблю в принципе, поэтому здесь я себе в ней не отказывал. Как раз про тему, про нашу ситуацию. Да. Вы знаете, что это такое, как мужик? Слава, это еще с Крупновым. Крупнов и товарищи. Нет, Крупский товарищ. А, Крупский, да. Ну, это он был как раз, он с Сукачевым. Приблизительно.
отворить нотку, он ливан. Я Барбару Выбор страховой компании вопрос достаточно сложный. Ну, я, да, действительно, когда обязываю всех оформлять страховки, даю свои рекомендации. Каким образом эти рекомендации, скажем, складывались, вырабатывались. Вот у меня у самого на практике был только один страховой случай здесь, в Непале. Но я общаюсь со многими местными агентами, трекинговыми агентствами, которые вот здесь в Непале работают, и спрашивал у них о тех случаях, которые были на их практике. И вот на основе такого общения, той информации, которую я почерпнул от них, я для себя вот, составил некоторый список страховщиков, с которыми вроде бы как здесь не было проблем. То есть при наступлении страховых случаев они срабатывали, и эвакуация происходила достаточно быстро. Ну, я имею в виду именно вызов вертолета, потому что актуально прежде всего это. В числе таких компаний я могу назвать Росна, это бывшая Росна, сейчас это называется компания Альянс, Ингострах, Согласие, Реса Гарантия, вот, Альфа страхования вроде бы были неплохие отзывы. Пожалуй, вот эти 5 компаний. Не рекомендовал бы обращаться в страховую компанию «Ренессанс», поскольку были случаи, когда все спускали на тормозах и вели себя очень некрасиво. Вы, должно быть, слышали старую как мир притчу о кольце царя Соломона. «Все пройдет», были выгравированы на нем слова, а внутри была приписка «И это тоже». Любая история, любое путешествие, как и жизнь каждого из нас, когда-то начинается, длится определенный период и затем близится к завершению. Пожалуй, можно сказать, что каждое путешествие по-своему это и есть маленькая жизнь, которую мы однажды проживаем как будто бы во сне, чтобы затем проснуться немножечко другим человеком. Наша поездка по району Анапурны подошла к концу. Отпуск закончится совсем скоро. Но в душе каждого из нас будет жить частичка этой удивительной, волшебной и такой загадочной страны.
Возможно, кто-то из членов нашей дружной команды однажды вернется сюда снова, чтобы вновь почувствовать близость гор, таких сильных и спокойных, таких величественных и задумчивых, погруженных целую вечность в свои мысли, недоступные нам, простым смертным. Или для того, чтобы окунуться в мир этих людей, с виду простых и немного легкомысленных, но добрых и многогранных внутри. И я буду очень рад, если мои видео помогут кому-то сделать выбор, правильно оценить свои силы, чтобы приехать сюда и ощутить ту гармонию и спокойствие, которую почувствовал каждый из нас. К вечеру мы спустились до Татапани. В переводе название деревни означает «горячие источники». Они тут и вправду есть, так что усталые путники могут наконец-то расслабиться и отдохнуть после длительных переходов. Татапани встречает нас толпами шумных и любопытных детишек и воинственным петухом, недружелюбно взирающим со своего пьедестала на пришедшую ораву голодных туристов. И почему-то все время хочется улыбаться. А еще очень хочется домой.